Так, ребят, приветствую всех на своем канале. Симхаус своими руками. Сегодня такой формат. Формат сегодня такой. Формат сегодня такой, ребят. Вот, сейчас снимаю на вебку и за звук сразу же приношу свои извинения. В общем, у меня такая ситуация, что ситуация следующая. Я меняю, мне приходится поменять место, скажем так, дислокации. Да, работа у меня остается прежняя, но меня переводят на другой участок. На другом участке я не знаю, ребят, будет ли вообще, в принципе, возможность все это устроить, да. Если будет, то непонятно когда. Вот. Большинство вещей, в общем, я уже запаковал, все сложил, и в частности второй монитор тут и прочее, прочее, уже все сложил. Остался только компьютер, монитор, руль и батлбокс. Вот так вот. Ну, педали, естественно. Ну и так некоторая мелочевка. Вот. Не знаю, как там, что будет. И микрофон от наушников я, блин, не знаю. Я, короче, похоже, что положил его в какую-то коробку, и эта коробка уже пока уехала в машину. Вот. Так что имеем, как говорится, то и используем. Итак, сегодня хочу просто вкратце, наверное, довольно-таки быстро, небольшой такой видосик пробежать по настройкам для ATS и ETS. Настройки покажу вам свои в Mozapit House. Мне уже неоднократно писали, в принципе, об этом, но видео я записывал, но оно куда-то чудесным образом, я что-то с ним, короче, сделал, я не могу теперь его найти, поэтому вот есть повод записать видео, небольшое коротенькое, да. Давайте сразу же перейдем, значит, вот я открыл Mozapit House, самая первая страничка, да. По-прежнему угол поворота 1080 градусов. Moza R5 это поддерживает. Замечательно. Игровая отдача на соточку. Педали, соответственно, все работают. Но, скажем так, сегодня я катаюсь. Так, что у нас тут со сцеплением? Вот, все хорошо. Сегодня я катаюсь на автомате. Вот, опять же, ввиду некоторых условий. Ладно, на это не обращаем внимания. Итак, пошли. Основные настройки. Значит, угол поворота, как я уже сказал, 1080, чувствительность ДДП, там всякие дорожные, не знаю, там покрытия и прочее. На десяточку ставим на полную. Вполне себе отлично отрабатывает. Не знаю, почему это розовое. Всегда можно нажать вот так, и она вдруг станет желтой. Это к разработчикам Mozapit House. Игровая отдача, значит, на 100%, скорость вращения руля. Долго экспериментировал, я не знаю, как у меня там в прошлом ролике, то, что настройки были более полугода, если я не ошибаюсь, тому назад. Тем не менее, просто когда вы это увидите, можете сравнить, что-то у вас поменялось или ничего не поменялось. 10%, вру, 30%. Механическая отдача руля 45%, программная отдача руля 45%. Все это я по ощущениям настраивал, поэтому как-то так. Отдача руля. Так, что у нас снова отдача руля на 100%. Ладно, естественная инерция на полную 500, пятихатка. Затухание, так, механическое трение полностью, потому что руль как бы такой немножко в игре становится тяжеловатый. Ну, мне это нравится. Вы же, я говорю, можете отталкиваться от этих настроек, да, настроить точно так же и попробовать прокатиться, что вас устроит. В дальнейшем уже все на ваше усмотрение. Хотите что-то убавьте, хотите что-то можете прибавить. Затухание скорости 5%. Затухание скорости начинается с 120 км в час. Потому что если раньше, то руль прямо совсем мягенький становится, а хочется его чувствовать. Forced feedback. Forced feedback. Ух ты. Ребят, появилась дополнительная вкладка, которую я пока еще, оказывается, вообще ничего не делал, потому что я помню, что были кривые. Нет, вру. Это какая-то фигня. Здесь у меня все было настроено по-другому. Вообще-то. Когда открываешь игру, короче, сейчас вот игра закрыта, все, я понял принцип действия этой штуки. Когда вы откроете игру и затем перейдете на рабочий стол, откроете Mozapit House, у вас будет показывать ваши настройки. А в данном случае, когда вы просто Mozapit House открываете, да, там, хоть с загруженным своим шаблоном, почему-то они все в ноль. Ну, так или иначе. В игре посмотрите, проверите. Я, собственно, особо прям там вообще ничего не менял. Там, по-моему, до 80 км в час, наверное, 110%. И все.
для ETS, ATS я не вижу ничего там такого прям. Вот, ограничение игровой отдачи нет никакого смысла здесь ставить в выключенном положении, пусть оно будет включено. Далее, что у нас? Руль. Тем, кто желает настроить, соответственно, индикатор оборотов, да, ставил там стандартные задержки, регулировки и прочее, надо ставить на опережение. Опять же, на сайте Moza Pithouse вы легко, я думаю, сможете найти плагин, который устанавливается в папочку Eurotrack Simulator 2, в папочку bin, если я не ошибаюсь. Вы легко сможете найти плагин, и у вас будет все четенько отображаться. С одной только разницей. Вот он на опережение, когда ставишь, и то я, по-моему, еще даже, может быть, убавлял. От 2000 оборотов, по-моему, только начинает показывать. Что-то такое. Я говорю, здесь тогда вам нужно будет именно попробовать с регулировкой, как сказать, своей вручную, да, вот, допустим, не 65, там, не 69, а поменьше убавлять. В общем, играйтесь в этом плане. По педалям все просто. У меня вот тормоз я для себя выбрал такую кривую. Ну, газ, сцепление, обычная кривая, прямая. Так, что там, дотягиваю, сижу сейчас, не совсем удобно, и не могу дотянуться. К тому же, напомню, что у меня педали, как бы, скажем так, модернизированные, то слегка так же, как и вы, да. Вы могли заметить, у меня баранка здесь 32 сантиметра стоит. Блин, вообще кайфую, мне она нравится. Прямо встала как надо, я ее чуть-чуть, естественно, допилил, да, кастомно. С обычного автомобиля. Блин, мне нравится. Даже мне не хочется ни больше, ну и, соответственно, не меньше, конечно. Вот. По остальным у меня нету никаких тут датчбордов, симбордов, пока нету. Надеюсь, что пока нету коробки передач от Moza и нету ручника. Ручник очень бы хотелось. Ну, все это дорого стоит. В первую очередь нужно взять, опять же, вот этот адаптер, да, и только потом вы можете настраиваться, там, не знаю, ручник прикупить и коробку передач. Иначе это все не имеет смысла без адаптера. Вот так вот. Вот, собственно, ну, а теперь давайте перенесемся в игру. Ребят, итак, плавно мы перенеслись в игру, и сразу же с чего я хочу начать. Как я уже сказал, что я использую некоторые моды на физику. В частности, соответственно, все мои настройки, они идут как бы вкупе с этими модами, ну, между собой, да, там моды и настройки руля. Что в Moza Pithouse, что в самой игре, соответственно, и дальше, к которым пройдем. Коротко о модах. На сегодняшний день использую от немецких разработчиков DB Creation. Мод на физику мне очень понравился, очень зашел. Этот мод легко, я ссылочки оставлю в описании, легко его, значит, скачаете, не надо никаких VPN и прочего. В частности, у этих ребят, кстати, есть для ETS очень много модов и много бесплатных. Также присутствуют и платные. Ну, платные, не знаю, если нет такого возможности. По желанию, там, платные, что касается тюнинга. Вот, я никогда не пробовал, я не знаю, как я платить не собираюсь, как бы, мне бесплатно вполне себе хватает. Итак, есть, вот мои настройки также подходят к физике с версии Steam, с мастерской реальная физика от, может быть, неправильно назову, короче, FireKN64. Мне нравилась она. И нравится по сегодняшний день. Сейчас я просто пока вот как раз таки, наверное, пару заездов делал именно с физикой от DB Creation. Вот, со всеми моими настройками, и прям я еще больше в восторге. Вот. Также мод на пневмосиденье ARC Trade. Тоже для официальной версии, да, это с мастерской этот мод, но я думаю, вы без труда его найдете в сети. Есть, скорее всего, есть, ребята. Ну, так как мы сейчас говорим о физике, да, тут мод на пневмосиденье, конечно, влияет только на то, что вы видите, как что происходит, поэтому не всем это обязательно найдете в сети. Соответственно, там тоже есть определенные настройки, которые касаются этого мода, и мы тоже с вами посмотрим. Итак, давайте перейдем непосредственно к самим настройкам.
Версия игры, напоминаю, у меня сейчас официально 1.48.5.80s. И непосредственно мы переходим к настроечкам. Начнем конкретно настройка игрового процесса на физику, да. Вот настройки грузовика. Итак, диапазон анимации руля. Естественно, 1080, как и в Moza Pit House. Интенсивность торможения. Ребят, в зависимости от грузовика, на котором вы катаетесь, прошу прощения, погодка прям испортилась, метель такая. В общем, в зависимости от грузовика, на котором вы катаетесь, интенсивность торможения может меняться. В моем случае стоит 72%. Это, как бы, скажем так, с данной физикой такое среднее значение, да, которое, допустим, на Scania проезжал, мне достаточно было, на Renault T, на Mercedes и Volvo. Вот. DAF не пробовал, Века не пробовал. Ну, вот, по крайней мере, 4 модельки, они вполне себе вот с настройкой интенсивности торможения в 72% и такими настройками педали, как у меня на кривой вот этой именно в Moza Pit House, мне лично очень нравится. Я говорю, у вас все равно не могут отличаться, вы все равно будете подстраивать под себя. Устойчивость грузовика, устойчивость прицепа, симуляция крутящего момента, жесткость подвески, жесткость амортизации кабины. Все на 100%. Симуляция неровностей точно так же 100%, ребят. И будь то мод на физику от DB Creation, будь то мод на физику от Fire... Давайте Frank 64 просто. Не без сути. Вот. Что касается мода на пневмосиденье. За этот мод отвечает вот такие две настроечки. Настройка камеры именно. Амплитуда полностью ставите в 200, фиксация внутренней камеры. На горизонт ставите в 0. Если у вас не будет, соответственно, мода на пневмосиденье, тогда поставьте все по сотне, и на этом мы закончим. Перейдем теперь к настроечкам непосредственно. Что касается у нас рулевой базы, да, как это обратная связь, как это все в игре будет отображаться. Итак, первое. Усилие обратной связи ставите на полную. Мы что, в Moza Pit House на полную, и здесь мы ставим на полную. Возврат руля на высокой скорости 37%, ребят. Ну, я говорю, вы можете начать с этих настроек, да, а потом что-то для себя немножко подкорректировать. Так как это не панацея, я лишь делюсь тем, что я имею. И как бы это видео рекомендательного характера, ребят. Вот так вот. Возврат руля на низкой скорости 22%, внутреннее трение на 0. Нафиг оно не нужно. Резонанс двигателя я ставлю 1%, чтобы немного как бы при запуске двигателя вы видели и ощущали, что у вас двигатель запущен. Оно обязательно отразится, по крайней мере, в моем случае, с моей базой. Я это чувствую, когда ставишь на 0 или больше, или хотя бы вот чуть-чуть на 1%. Поверхность под колесами 27%, удары подвески 34%, столкновение 52%, усиление коробки передач 3%. Рекомендую, опять же, ставить от 1 до 3, может быть 4 максимум. Вы обязательно все это поймете по своему рулю. Скольжение при сносе 50%. Так, значит, есть еще две интересные настроечки, естественно. Чувствительность руля и нелинейность управления. Ранее, в частности, в старом моем видео, у меня 100% стояла нелинейность управления на 0. Это была моя ошибка, ребят. На 0 ставить категорически нельзя. Вкратце, нелинейность управления — это такая вещь, которая отвечает именно за поворот колес, но когда вы ставите в 0, анимация руля у вас совпадает с анимацией на экране, но анимация руля совпадает с анимацией на экране. Поворот руля вашего физического совпадает с анимацией руля на экране, но
он не совпадает с поворотом колес грузовика в игре. Поэтому рекомендую где-то 1/3 даже ставить от общей настройки все-таки в большую сторону. Да, анимация руля на экране у вас может потом отличаться от физического положения вашей баранки, вашего руля, вот физического, понимаете? Но именно угол поворота колес у вас будет такой, как и руль. Что это дает? Это дает плавность поворота в игре грузовика. Именно не анимация, а именно грузовика дает плавность поворота. То есть, когда вы заходите в поворот, когда вы делаете какие-то резкие движения, анимация может запаздывать, но зато как бы колеса, они как бы синхронизированы. И вы вроде резко делаете, да, но это происходит плавно, именно их поворот на этот угол. И у вас не будет частых опрокидываний. Это более как бы приближено к реальности. То есть ведь колесам тоже там же есть тяги рулевые, наконечники, все это вот с вала там на рулевую колонку передается, потом дальше пошло, понимаете? Вы же когда едете на своей машине резко рулем дергаете, что у вас прям сразу все это, ой, извиняюсь, эмоции. У вас же не бывает такого, что прям машина, вот, опс, сразу же, то есть какие-то там вот эти доли секунды, оно как бы запаздывает, и это происходит все-таки плавно. Чтобы этого добиться в игре и линейность управления, обязательно завышаем где-то 1/3. 0,61 у меня стоит, ставил 0,72. Мне показалось как-то слишком, что ли, ватным прям управление. Вот на 0,61 подошел для моей базы, с моими модами на физику, и все это вкупе мне очень нравится. Я вот в таком плане могу порекомендовать. Вы же будете основываться, может, на моих каких-то настройках, да, уже от этого отталкиваться и чуть-чуть где-то как-то подстраивать. Вот. Ну, чувствительность руля ставите на полную. Чувствительность руля это у нас, скажем так, избежание мертвой зоны между физической базой и тем, что отвечает за рулевое управление в игре. Да, вот это все там, и анимация, и прочее. Но, как вы можете заметить, допустим, вот сейчас я руль повернул, а у меня вон только-только ползуночек якобы начинает появляться на экране. Вот. Но колеса как бы грузовика именно в игре, они уже тоже будут поворачиваться точно так же, как и ваш руль. Вот. Здесь, ну, может, специфика, я не знаю, как-то вот в менюшке, да, то есть тут, по идее, мертвые зоны вообще там, не знаю, микроны, что ли, или как их назвать там. Ну, вот, то есть их практически вообще не найдете. Вот, а именно вот ось рулевого колеса, вот здесь вот в настроечках, оно, скорее всего, показывает как раз таки анимацию. То есть вы вот я быстро делаю рулем, да, у меня вот даже ползунок никуда не бегает. И опять же получается, как раз таки колеса тоже вот этих резких движений не делают. Они плавно как-то вот ну, как-то плавно поступательные движения, не знаю. Короче, я уже сильно заморочился. В общем, именно нелинейность управления, ребята, все равно делайте вот 1/3 где-то, это классно. Машина будет, ваш грузовик, точнее, в игре будет не ватный, но и резких прямо вот этих дерганий вправо, влево при выезде там на встречку, не знаю, при обгоне, их не будет. Будет действительно плавное, классное движение грузовика, как бы практически как в реальной жизни. Вот, собственно, на этом все на сегодня. Конечно, если кто-то настраивался по моим настройкам, вы можете заметить, какая-то разница есть или нет. Я же уже не буду сверять, пересматривать прошлое видео и как там у меня что было. Могу только одно сказать, что по-любому что-то изменилось, ребят. Вот, так что пробуйте, дерзайте. Где-то что-то еще можно поправить, если в чем-то ошибался. Опять же, пишите в комментариях, я за здравую критику как бы рассказываю свое мнение своими словами, да, вот к чему пришел, как бы вот тем и поделился, ребят. Так что всем пока-пока, вы были на канале Simhouse своими руками.